Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Анастасия, и на этом канале мы изучаем русский язык. Это первое видео в новой серии. На эту серию меня вдохновила вот эта игра. Это Memory Game, картины русских художников. Я думаю, все знают, что такое Memory Game. Там есть обычно 50 карточек, например, и это 25 пар, где нужно найти одинаковые карточки. И конкретно эта игра с картинами русских художников, и я решила, почему бы мне не рассказывать на более простом русском про эти картины. Эти картины, они находятся либо в Русском музее в Санкт-Петербурге, либо в Третьяковской галерее в Москве. И я выбрала сегодня одну из моих самых любимых картин «Девочка с персиками». Напишите в комментариях, видели вы когда-нибудь эту картину или нет. Я помещу ее на экране вот здесь и буду читать для вас небольшой текст про эту картину. Но перед этим мы сделаем одно упражнение. Упражнение на словарный запас. Итак, вы видите здесь 5 слов: художник, портрет, меценат, усадьба, оранжерея. Эти слова пригодятся нам в этом видео. Пожалуйста, попробуйте соединить слова и их значения. Человек, который помогает искусству, спонсор. Картина с изображением человека. Дом с большим участком земли. Человек, который рисует картины. Место, где выращивают растения в тепле. Итак, можете поставить на паузу и потом вместе проверим. Итак, номер 1. Художник – это человек, который рисует или пишет картины. На самом деле в русском языке правильно говорить «пишет картины». Это такой профессиональный сленг. Художники могут обидеться, если вы скажете, что они рисуют картины. Да, но на уроках русского, как иностранного, мы говорим «рисует». Портрет – это картина с изображением человека. На портрете должно быть обязательно лицо человека. Меценат – это человек, который помогает искусству, спонсор. Усадьба – это дом с большим участком земли. И оранжерея – это место, где выращивают растения в тепле. Напишите, пожалуйста, если вы уже знали эти слова, а если нет, тоже напишите, какое слово для вас было новым. Итак, сейчас мы прочитаем небольшой текст, вы можете следить по тексту, можете закрыть глаза и просто слушать и попытаться запомнить информацию, потому что после текста вас ждет еще одно задание. Девочка с персиками. Картина «Девочка с персиками» – одно из самых известных произведений русского художника Валентина Александровича Серова. Он написал эту картину в 1887 году. На картине мы видим девочку, которая сидит за столом. Она смотрит прямо на зрителя. Перед ней лежат персики. В комнате много света и воздуха, поэтому картина кажется живой, теплой и летней. Девочку на картине зовут Вера Мамонтова. Когда Серов писал эту картину, писал этот портрет, ей было 11 лет. Она была дочерью известного мецената Саввы Мамонтова. Картина была написана в усадьбе Абрамцева недалеко от Москвы. Это было важное культурное место. Там часто собирались художники, писатели и музыканты. Серов работал над картиной около 2 месяцев. Персики на картине были настоящими. В усадьбе Мамонтовых
выращивали персиковые деревья в оранжерее, поэтому фрукты могли быть собраны прямо там. Картина не является парадным портретом. Она показывает обычный момент из жизни. Сегодня картину «Девочка с персиками» можно увидеть в Государственной Третьяковской галерее в Москве. Вот такой текст. Если вы были в Москве, напишите, пожалуйста, посетили вы Третьяковскую галерею или нет. Я была там очень давно. Я помню, я была там с мамой, но это было много-много лет назад. Итак, теперь задание для вас. У нас прямо настоящий урок, как в классе. У вас будет 5 вопросов, и вам нужно ответить верно или неверно. Первое. Картину написал Илья Репин. Второе. Вера Мамонтова была дочерью мецената. Третье. Картина была написана в Санкт-Петербурге. Четвертое. Персики выращивали в усадьбе Абрамцева. И пятое. Это парадный официальный портрет. Ответы вы найдете в комментариях. Если вы не можете так легко ответить на эти вопросы, верно это или неверно, тогда вы можете прослушать текст еще раз, и это будет хорошей практикой для вас. Надеюсь, вам понравилось это видео. Уже темно на улице, я решила снять видео напротив окна, потому что люблю этот цвет больше. Если вам понравился такой формат, напишите в комментариях. Я надеюсь, что вам понравился, потому что меня очень вдохновляет искусство в последнее время. Я много читаю о разных художниках, о картинах. И вот эта игра, мы часто играем в эту игру с друзьями. И, вообще она может быть детская, да, но на самом деле не важно. В нее играют и взрослые тоже. Вот «Последний день Помпеи», я про эту картину немножко говорила в своем видео из Помпеи. Я ездила в Италии, в Неаполь, и оттуда ездили мы в Помпеи, и тоже про эту картину немножко говорила. Надеюсь, я сделаю 25 видео про все эти картины. Может быть, не только русских художников, можно будет также взять какие-то картины и других художников. Посмотрим. Увидимся с вами в следующих видео. Спасибо за ваши лайки, спасибо за комментарии. Это очень важно для алгоритмов YouTube. И увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.